Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить новогоднее вечернее платье для кукол. У меня от чего-то остался отрез вот такой серебристой ткани. Это тонкая парча. Металлический блеск в этом сезоне на пике моды, так что эта ткань наконец-то дождалась своего часа. Ну а еще это самое подходящее время подписаться на канал до Нового года, если вы еще этого не сделали. Это будет для меня лучшим подарком. Для начала выкраиваю детали топа платья. И так как моя ткань полупрозрачная, я выкраиваю и подкладку из тонкого хлопка. Совмещаю центральную и боковые детали. И сшиваю их между собой. Разглаживаю припуски. А затем пришиваю детали спинки. Точно так же сшиваю и все детали подкладки. Теперь совмещаю заготовки лицевой к лицевой. И сшиваю их по периметру. Снизу сшиваю только сегменты спинки. В процессе подкладка может немного сместиться, но главное, чтобы совпадали детали центра. Ориентируюсь на лицевые детали. Выворачиваю на лицевую сторону. Теперь выкраиваю цельную деталь юбки. Отмеченные выточки не вырезаю, а сшиваю их края. Подгибаю и прошиваю нижний край. Также подшиваю и боковые припуски. Затем пришиваю юбку только там, где остались свободные припуски. Примеряя платье на куклу, я решила сделать еще одну центральную выточку сзади, для лучшей посадки. В своей выкройке я, конечно же, учту все выточки. А ссылка на выкройку, так же как и на все полезные видео, как всегда, будет ждать вас в описании. Подгибаю верхний свободный край юбки. И прошиваю по всей длине декоративным швом. Теперь сделаю петли для корсета. В качестве застежки сбоку можно пришить пуговицу или бисер, а можно сделать ремешок. Отрезаю полоску длиной примерно 6 см и шириной 1,5 см. Загибаю края к центру.
а затем сгибаю пополам. Края можно склеить или сшить потайным швом. Также делаю короткий ремешок. Он будет держать пряжку. Подбирайте ширину конечного ремня под вашу пряжку. Если фурнитуры у вас нет, то вместо нее можно сделать и простую шлевку, такую, как я обычно делаю на куртках и брюках для ремней. Продеваю в пряжку короткую полоску и уже ее пришиваю к платью. Можно также пришить пряжку напрямую к платью за эту перемычку. Но мне так не понравилось, выглядит не очень аккуратно. Длинную полоску пришиваю с другой стороны на верхний край юбки. Шнурок для корсета можно сделать по принципу ремешков, а можно скрутить мой любимый жгут. Отрезаю 4 нити длиной примерно 30 сантиметров и добавляю 2 блестящие, вытянутые из ткани, чтобы этот шнурок не смотрелся совсем чужим. С одного конца завязываю узел. И разделяю нити на 2 равные части. Теперь понемногу перекручиваю их в противоположных направлениях. А затем постепенно сдвигаю к центру, и нити сами плотно перекручиваются. В узелок можно продеть иголку в качестве груза. И вот такое новогоднее вечернее платье у меня получилось. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!